Бухта Фанди – это место, где природа проявляет свою мощь и красоту в самых ярких и экстремальных проявлениях. Этот природный комплекс славится своими самыми мощными и необычными приливами в мире, что придает ему особую значимость для ученых, экологов, инженеров и исследователей со всего мира. Величие и сила приливов в этой области так велики, что каждое их проявление – это настоящее зрелище, которое невозможно оставить равнодушным. Представьте себе, вода поднимается вверх по четырехэтажному зданию за считанные минуты, создавая величественные волны, которые, кажется, могут смести все на своем пути. Интенсивность и регулярность этих приливов делают их не только природным феноменом, но и уникальной системой, которая управляет жизнью всей окружающей среды. Это сердце экологической системы региона, его природный пульс, который ощущается особенно ярко именно здесь, в бухте Фанди. Эти приливы – это не просто красивое природное явление, а мощная энергетическая сила, которая могла бы стать источником неисчерпаемой чистой энергии. В случае правильной и безопасной эксплуатации эта энергия могла бы обеспечить электроснабжением сотни тысяч домов, значительно снизив зависимость региона от ископаемых видов топлива и способствуя развитию экологически чистых технологий. Сегодняшние технологии позволяют нам мыслить масштабнее, чем когда-либо прежде. И если учесть, что через бухту ежедневно проходит примерно 160 миллиардов тонн воды, это в 10 раз больше объема всех рек и озер на Земле, становится очевидным, насколько огромен потенциал этого природного ресурса. В большинстве океанов приливы достигают 3 футов, однако в бухте Фанди они могут превышать 50. Это абсолютный рекорд, который делает ее уникальной по своей природе и открывает безграничные возможности для использования приливной энергии. Мощь этого феномена вызывает у людей благоговение и уважение. Многие жители региона и исследователи сравнивают эти приливы с сердцебиением планеты, с ее дыханием. Они ощущают, что природа в этом месте демонстрирует свою силу и одновременно свою красоту, создавая уникальную экосистему, которая поддерживается и управляется силами океана. В этих водах можно наблюдать невероятное разнообразие морских организмов, от китов и морских львов до редких видов рыбы и водоплавающих птиц. Живя в этом месте, местные жители начинают чувствовать ритм природных циклов. Их мир становится частью этого постоянного движения воды. Они знают, что в определенные моменты вода поднимается выше. И это время для работы, отдыха, наблюдения за природой или же для предосторожностей. Я часто советую приезжающим людям, особенно тем, кто впервые сталкивается с этой природой, выходить на берег во время низкого уровня воды, чтобы ощутить, как тихо и спокойно кажется в этот момент, и как вода мягко поднимается и движется вверх, вместе с приливом. Это особое ощущение, которое трудно передать словами. Но, несмотря на всю красоту и магию этого процесса, я никогда не говорю людям, что это безопасно. Наоборот, я предупреждаю, что это очень опасно, и неправильное обращение с приливами может привести к трагедии. Здесь, в этой природе, все устроено очень строго и жестко, и если вы неправильно рассчитаете свои действия, последствия могут быть катастрофическими. Географические и астрономические причины таких экстремальных приливов связаны с комплексом факторов. Они обусловлены не только гравитационным воздействием Луны и Солнца, но и постоянным вращением Земли, которое создает дополнительные эффекты. Самое удивительное – то, что в этом месте, в бухте Фанди, приливы достигают таких высот благодаря уникальной геометрии и размерам самой бухты. Она очень большая, глубокая, с устьем, которое сужается по мере продвижения внутрь, что создает эффект акустической резонансной системы, так называемый сеиш.
Этот сейш – это естественная колебательная волна, которая возникает в воде и усиливается благодаря форме дна, берегам и глубинам бухты. В результате получается удивительный эффект – приливы и отливы, которые усиливаются и создают мощные волновые колебания, похожие на гигантские музыкальные аккорды природы. Каждая водная масса содержит в себе внутреннюю энергию движения, которая в этом месте синхронизирована с приливами Атлантического океана. В течение суток здесь происходит 2 больших прилива и 2 отлива, что занимает примерно 6,5 часов. Этот цикл повторяется ежедневно, и его можно предсказать с высокой точностью благодаря научным моделям и наблюдениям. Каждое изменение уровня воды вызывает у наблюдателя чувство восхищения и трепета, ведь вода формирует береговые линии, создает новые отмели, расширяет или сужает пляжи, формирует скалы и пески. Время от времени, во время отлива, можно увидеть обширные плоские поверхности, покрытые ракушками и морскими звездами, а иногда огромные гальки и камни, которые на протяжении веков были перемещены и отточены силами воды. Одной из важнейших особенностей региона является его богатство геологическими находками и ископаемыми. В течение миллионов лет здесь происходили вулканические извержения, ледниковые эпохи и метеоритные удары, оставившие свой след в структуре и составе местных пород. Это делает бухту магнитом для геологов, палеонтологов и искателей приключений. В этом месте находятся уникальные ископаемые, которые помогают понять историю Земли и эволюцию жизни на планете. В течение приливного цикла в бухте Фанди проходит больше воды, чем во всех реках мира вместе взятых, что поражает ученых и исследователей. Это кажется почти необъяснимым. Сколько воды течет через эту территорию, каким мощным и непрерывным потоком она движется. Каналы и протоки внутри бухты создают мощные течения, достигающие скоростей, которые позволяют реализовать самые амбициозные проекты по использованию приливной энергии. Сегодня потенциал этого региона привлекает множество компаний и инвесторов, заинтересованных в разработке технологий, которые смогут извлечь энергию из приливных потоков. Но, как и во всех подобных случаях, возникает множество вопросов. Как эта энергия повлияет на морскую жизнь? Какие изменения произойдут в местных экосистемах? Как будет происходить миграция рыб, особенно ценных видов, таких как атлантический лосось? И как обеспечить безопасность и экологичность при использовании таких мощных потоков воды? На наших платформах установлены специальные камеры, которые работают под водой примерно 10 часов в сутки. Их задача – пассивно наблюдать за движением морских организмов, фиксировать проходы рыбы и собирать важные данные для оценки влияния приливных технологий на морскую жизнь. Эти камеры позволяют нам наблюдать за поведением рыб, отслеживать миграционные пути и понимать, как рыбы реагируют на появление новых объектов и устройств в их среде. Знание точных маршрутов миграции помогает планировать расположение турбин так, чтобы минимизировать их воздействие, обеспечить безопасность морской фауны и сохранить баланс экосистемы. Бухта Фанди – это один из самых богатых и продуктивных регионов Северной Америки, где постоянное перемешивание вод, вызванное приливами и течениями, способствует насыщению воды кислородом и питательными веществами. Эти факторы создают идеальные условия для жизни множества видов морских животных и растений. Постоянное обновление и перемешивание воды способствует развитию богатых и разнообразных экосистем, в которых сосуществуют китовые стаи, дельфины, морские львы, тюлени и множество видов рыб. Именно здесь можно увидеть редких морских птиц, таких как баклан или морской орлан, которые используют приливные зоны для охоты и гнездования.
Однако, несмотря на всю красоту и богатство этого региона, существуют и серьезные опасения. Местные сообщества, рыбаки и коренные народы, такие как микмаки, выражают озабоченность по поводу возможных негативных последствий развития приливной энергетики. Особенно их тревожит вопрос сохранения атлантического лосося, который является не только важной частью их культуры, но и основой их экономики и традиционного образа жизни. Эти рыбы мигрируют на большие расстояния, проходя через сложные маршруты, и любые изменения в морской среде могут нарушить их привычные пути. Сегодня мы внимательно слушаем сигналы, исходящие от специальных передатчиков, имплантированных в некоторых лососях, чтобы отслеживать их поведение и миграцию. Эти данные помогают понять, как развитие приливной энергетики влияет на их жизнь и позволяют принимать меры по защите этого ценного вида. Все эти сигналы словно рассказывают нам историю о том, что делают рыбы в их естественной среде. Каждая миграция, каждое движение – это часть их жизни и эволюции. Мы стараемся понять, есть ли риск для рыбы и морских экосистем в целом в связи с внедрением новых технологий. Это важно для того, чтобы разработать подходы и меры, которые обеспечат устойчивое использование природных ресурсов и сохранение биоразнообразия. Мы верим, что развитие технологий может идти рука об руку с сохранением природы и что можно найти баланс между прогрессом и экологической ответственностью. Когда человек разрушает или изменяет природные ландшафты, чтобы создать что-то новое, это зачастую приводит к нежелательным последствиям, потере биоразнообразия или ухудшению условий жизни. Поэтому все больше специалистов и ученых склоняются к тому, что лучше работать внутри существующих систем, использовать то, что уже создано природой, и развивать технологии, которые гармонично вписываются в этот природный цикл. В этом контексте очень важную роль играет сотрудничество с местными сообществами и коренными народами. Ведь именно они лучше всех знают свою землю и воду, понимают тонкости и особенности окружающей среды. У нас есть партнер, компания, которая занимается разработками в области приливных технологий. Они уже много лет работают на островах Оркни в Шотландии, где успешно реализуют проекты по использованию приливной энергии. В ближайшие 2-3 года мы ожидаем появления первых устройств в бухте Фанди, и это станет важным шагом на пути к практическому использованию этого богатого ресурса. Важно подчеркнуть, что развитие этой отрасли – это не только технический вызов, но и вопрос социального согласия и взаимодействия. Наши заинтересованные стороны – это не только государственные органы и промышленность, но также и коренные народы, права которых защищены законом и традициями. Важной частью проекта является диалог и сотрудничество, чтобы найти решение, которое устроит всех участников. Мы стараемся не только использовать природную энергию, но и учиться у природы, слушать ее и уважать ее мудрость. Ведь природа – это наш самый большой учитель, и если мы умели бы слушать ее, она бы рассказывала нам очень много о гармонии, балансе и взаимосвязи всего живого. Я считаю, что подобно горам и водным массивам, которые хранят в себе неисчерпаемый запас энергии, такие природные объекты создают особую атмосферу и среду, которая вдохновляет человека на создание новых технологий, инновационных решений и новых способов взаимодействия с окружающей средой. Эти природные ресурсы изменяют наше восприятие мира, вызывают желание понять и уважать природные ритмы, а также стимулируют развитие экологически ответственных технологий. Мы – часть этого мира, и наша главная задача – научиться жить в гармонии с природой, а не против нее. Наше существование и развитие напрямую зависят от природных сил, и единственный долгий путь к будущему – это работать вместе с природой, уважая ее силу и мудрость.
В этом контексте бухта Фанди не просто место с мощными приливами, а символ того, что мы можем и должны уважать природные процессы и искать способы использовать их без разрушения. Эта бухта и ее приливы – это урок для всего человечества, напоминание о том, что природа – не только источник жизни, но и источник неисчерпаемой энергии, которую человечество должно научиться использовать ответственно и мудро. Если прислушиваться к ее голосу, она научит нас терпению, уважению и пониманию. Но если игнорировать ее, не уважать ее силу и не учитывать ее ритмы, она обязательно возьмет свое, и последствия могут быть очень тяжелыми для нас. В конечном итоге, понимание и уважение к природе – это ключ к тому, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое будущее для всех нас. И бухта Фанди служит ярким примером этого урока. Дорогие друзья, если вам понравился данный видеоролик, напишите комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. До свидания!